меня зовут Саня, и, скорее всего, вы смотрите это дело уже на PolzaNet Live. Я целенаправленно на Твиче тестирую девайсы. Еще раз, основной канал это PolzaNet. Там 317 уже, скорее всего, тысяч подписчиков. Плюс есть еще телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, телеграм-канал новостей. И, разумеется, недавно появился телеграм-инстаграм. Мы там делимся фотографиями и видео с новых устройств с хэштегом. Посмотрите в описании, может быть, вы найдете свое устройство и узнаете, в каких, получается, настройках, либо, возможно, через Gcam вы сможете получить то же самое. Зачем я тестирую таким образом девайсы? Каждый раз напоминаю, что сейчас вы видите через фронталку, через микрофон у Vivo Tabo, каким образом он может передавать через Twitch видео, и мы благополучно можем через это дело общаться. То есть сейчас вы слышите микро, сейчас вы видите картинку, и в перспективе вы узнаете, какая у него автономность, плюс насколько он будет фризить при одновременном стриминге, получается, на YouTube, и одновременном после того, как не на YouTube, а на Твиче, и одновременной игре в тот же Genshin. Всем привет! Единственное, Antutu Benchmark пришел, но это не важно. Почему? Потому что я всем рад. 84% у меня заряда на планшете. Сейчас я покажу вам начальные спеки. На него обзор будет. Если будет все в огне и вам он понравится, то, скорее всего, может быть, еще я сделаю а-ля прожарку, но смысла в прожарке планшетов, ну, посмотрим, сколько будет, получается, просмотров. Сейчас я показываю вам на экране, какие на данный момент результаты тестов. Спокойным образом перехожу в Genshin, показываю там настройки, и мы там играем хотя бы часик. И через часик мы уже видим, как и что. Если звук тихий, сейчас я настраивать буду микрофон на чувствительность, чтобы он не шипел. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такие настройки микро. У каждого смартфона свои. Сразу показываю вам, что здесь 120 Гц экрана на максимум выставлены. Разумеется, здесь максимальная яркость без автрояркости. И помимо всего, какие-нибудь минимальные данные из разряда Antutu. 660 тысяч баллов в Antutu. Мы будем сюда заходить, чтобы смотреть на температуру. Вот сюда. И после того, как мы посмотрим на температуру, разумеется, мы еще посмотрим 3D-марковские данные. Устройство прогнали, слингшот Extreme на максимуме. По большому счету, это все, что нам важно знать. Насчет Геншина, я сейчас посмотрю, туда ли я вошел. Почему? Потому что если я не туда вошел, я сейчас включу себя и войду еще раз. Что-то мне подсказывает, что я зашел в чуть-чуть другой аккаунт. Ну-ка, сейчас проверим. 334, он еще и обновляется. Прелесть-то какая. Preparing to load data. Английский я не переключал. Настройки графики еще не выставлял. Так что все эти мучения вы будете сейчас видеть в онлайне. Пока вы меня видите, просто меня. Хорошо. Окей, сейчас я выставляю геймплей. Я не успел поставить вам в геймплей... Не геймплей, а не успел показать вам Antutu. Очень извиняюсь. 660 тысяч. Здесь температура 45 градусов. Следующий момент. Еще раз. 3D Bench, 3D Mark, Wildlife и Wildlife Extreme. Пока переключу на лицо. Для чего? Для того, чтобы проверить, смогу ли я сейчас войти в свой аккаунт. И если это будет не мой аккаунт, то тогда я чуть-чуть похимичу и пока с вами пообщаюсь. Потому что чат я в принципе вижу, только плохо. Сейчас я нажму так, чтобы видеть себя лучше. Пусть не намного. Напоминаю, что получается я купил OnePlus 10T. Вроде бы завтра только начинается банкет с ним, но я его уже приобрел. Так, 5 секунд. Это оповский почему-то планшет. А где о том, что я на Твиче что-то буду делать? Сейчас открыл. Есть контакт. Только почему-то я не открываюсь. Вот, теперь я открываюсь. Все, понял. Так, из интересного, что у нас тут по героям. 20-го левела. Нет, мне надо будет сейчас выйти. Выйти, чтобы снова зайти. Так что будет у планшета у этого легкая фора. Саня успел уже оценить фотографии пользователей в беседе. Повторяюсь, да, что есть Инстаграм у нас, получается, как взаимопомощью даже его и не назвать. Как назвать этот Инстаграм? Предлагайте. Инстаграм, Пользаграм. Мы там делимся, еще раз повторяюсь, нашими фоточками
и устройствами. То есть смысл не в том, чтобы показать, насколько кто красив и какие фильтры, а как раз в том, чтобы показать, как и что работает. Так, 5 секунд. Новые Xiaomi очки не будешь брать? Все, что вы хотите, чтобы я купил, вы должны мне скинуть. И как только вы скинете, я постараюсь их купить на, разумеется, Али. Привет, скажи, пожалуйста, какой камерафон брать? Vivo X80 Pro, либо iPhone 13 Pro Max. Ну вот прям совсем если. А если вы попытаетесь сэкономить, то, наверное, какие-нибудь там OnePlus 10 Pro. Сейчас 5 секунд, я пытаюсь войти. Пытаюсь и войду. Так, просто код вбиваю. Заодно вы видите, как работает фронталка и как я пытаюсь что-то сделать одновременно с великолепным и ужасным нашим Твичом. Как мне, еще раз повторяюсь, все говорят, что Twitch бесполезная штука. Я надеюсь, что вы в комментариях, кто смотрит, допустим, это дело в записи, напишите, что это не так. Realme Q5i, люди что, очень довольны. Ну вот так, да, приходится мне продавать смарты. На Vivo Snap или Dimensity, или ты не готов пока сравнить? Красава. Однозначно Snap. Хотя мне тяжелее будет X80 продать, но вот так. Может быть, кто-то снизойдет. К слову, я сегодня в обычный Telegram скидывал у Nothing Phone, как он у меня завис при попытке продать. Я его в итоге продал, потерял 10 тысяч. Если кому-то это интересно. Вот. На продаже. Дальше, привет, надеюсь, сегодня так. Ага, сейчас мы сначала пообщаемся, и потом я благополучным образом поменяю язык на русский, покажу вам настройки. Вообще все выглядит очень круто. Сейчас я 5 секунд геймплей, все. Теперь начинается геймплей. Дальше ничего ничего фон уже продал за 43. 8256, но он царапанный был, вы же видите. Ну, видели, если вы смотрели обзор. Спасибо и на этом, что ответили. Дмитрий Воронин, а почему я не должен отвечать? Модератор Посум на лайве бан без предупреждения, объяснение за что. Друзья, еще раз на всех каналах, телеграм-каналах, если у вас есть желание и возможность посидеть и посмотреть, как и за что людей банят, я буду вам благодарен. Вы должны четко понимать, что вам может казаться, что все хорошо, вам может казаться, что вы культурно общаетесь и что-то подобное. Дело не в том, что вы, может быть, не культурно общаетесь, а дело в том, что когда общаются 10 тысяч человек, там есть очень тонкая красная линия по поводу, наверное, всего. И вы можете не замечать, как вы ее просто переходите. Опять же, вот видите, на Твиче спокойно, чуть ли не каждый день мы можем общаться. Всем все буду отвечать. Хотите общаться с моей аудиторией, которая сидит в Телеграме, общайтесь желательно по моим правилам. Потому что они опять же приходят, зная, что там не будет мата, не будет попытки пошутить тупой, кроме от меня. Ну, я тупо шучу, но они об этом знают. И еще раз прошу вас воспринимать это адекватно. Это добрая воля всех там находиться, как и здесь и сегодня. Огромное спасибо всем, кто пришел. Всем очень рад. Vivo по настройкам. Давайте сразу по настройкам пройдемся, потом смотрим проценты и начинаем банкет. Я думаю, что часа нам хватит. Низкие настройки. Давайте 60-45 FPS, он не потянет. Будет умирать. Зачем нам, чтобы он умирал? Поставим 30 и эффекты поставим на среднее. И все. Вот теперь у нас средняя нагрузка. Zenfone 9 для мини-смарта вроде отлично. Отлично, купите, но вы не продадите его. То есть проблема Zenfone'ов, как всего подобного. Сейчас я беру планшет в руки, и вы мне сообщаете, как со звуком, что не так. Саня, ты продал, наконец, Oppo Find X5 Pro? Почти, но там произошла очень неплохая история. В общем, проще говоря, Neo 6 и Oppo Find X5 Pro у меня украли. И я не хочу об этом говорить. Это больная тема, но я узнал об этом только когда, получается, у меня Oppo X Find 5 Pro, точнее я потерял, правильнее сказать так. Все отлично по звуку, вот он и планшет. Так, давайте выбираем все-таки великие ужасные наши приключения и будем потихонечку общаться. Так, это не приключение, это какая-то лабутень. Насколько справедливо сравнивать нравится с разными настройками графики для каждого аппарата? Еще раз, я сравниваю настройки средней нагрузки для каждого аппарата. И сейчас у меня вот такой подход. Потому что вы будете
скорее всего, юзать любой девайс со средними настройками. Если я не прав, ну, вы можете... Это, знаете, из разряда того, как я все время с определенным блогером, я думаю, вы догадываетесь, спорю, что я тестирую автономность всегда в, получается, PC-марке, а он при ежедневном использовании. И фишка ежедневного использования в том, что ты сегодня используешь одним способом это дело, а завтра, ну, абсолютно другим. Так, что я делаю? Я сейчас пытаюсь найти задание. Давайте я задание выберу, а потом буду отвечать на вопросы, чтобы хоть куда-то бежать. И верхушечку. Отследить цель. Все, куда-то что-то я отслеживаю. Купите шелковицу. Довольно такие нормальные задания я пропустил, я по сути. Вообще все это дело печально болтил на протяжении большого количества времени. Так, туда. Вот. Куда-то здесь 120 метров. А, там есть, кстати, телепорт. Очень неразумно было с моей стороны бежать, ну ладно. Так, стоп. Ниже 63 метра. Довольно непривычно играть на планшете, я вам скажу честно. Но Саня, топ планшетов, он готов, но как-то руки не доходят. Скоро. Шелковица мне нужна. Шелковица где? Угу. Так, не у нее. Управляющий банком. Что, у него купить шелковицу? Чем могу помочь? Моя смена закончилась. Что тебе нужно? Что ты здесь делаешь? Наслаждаюсь всеми радостями жизни. Как человек родом из Снежной, изначально я с сомнением отнесся к переезду. Однако больше, чем я узнаю Лю Юэ, тем больше мне здесь нравится. Близость к морю, городская суета. Все очень не похоже на мою родину. Моя родина. Я просто влюбился в местную еду. Отлично. Напоминаю, что нет на канале мата, хамства и рекламы. И общаемся здесь-то тем более уж прям совсем лайтово. И я что-то как-то не понял. Опять ниже на 5 метров, на 6. А где здесь еще ниже на 6 метров? Ниже на 6 метров. Совсем не весело. А точечек нету. Ниже на 13. То есть, куда вниз-то? Вот там под пирсом. Почему я не могу отправить донат Твича? Я не знаю. Вы можете отправить Donation Alerts. Донат. Вот там в описании у меня есть Donation Alerts. Кстати, я сейчас поищу его. Если там что-то приходит. Прошлый стрим мне даже пришло. Сейчас я скажу от кого. Один раз похвастаться. Похвастаться, что я освоил эту тему. Потому что все нехорошо относительно. Так, кстати, посмотрел обзор на Oppo NKX2. Очень понравились микрофоны. И это отлично. Так, 5 секунд. Если кто-то мне что-то будет кидать, чтобы я хотя бы человеку мог ответить, правильно? А то получается некультурно. Так, не тут. Не тут надо. Как же все мракобесно-то, проблематично всегда. Плохой из меня стример, как мне знакомый сказал, потому что не под то заточен. Ну и ладно. В топку быть под то заточенным мы сейчас побегаем, а я пока открою. И 5 секунд. Да, все получилось. Так что если кто-то закинет донейшн. Эдуард, спасибо тебе. И до этого был Сергей Мороз. Эдуард, это ты кидал? 12 часов назад. Нет, не Эдуард. Ну все окей. Так, купите шелковицу. Наверное, вот здесь. Болай. Все, теперь можем адекватно разговаривать. Кстати, посоветуйте в районе 20-25 тысяч планшет ребенку. Mi Pad 5. Да, я. Как из Твича отправить донат? Не смогу найти. Берримар, Эдуард, спасибо. Ну вот, просто донейшн и все. Красава, большое спасибо. Пожалуйста. Вот до меня и докатилось. Свойства шелковицы меняются, если цветы находятся не в своей естественной среде обитания. Тем не менее, перед вами великолепные образцы. От этих цветов пахнет свежестью, сэр.
Взять, к примеру, вот этот цветок. По обилию лепестков и расположению лепестков можно определить, что это золотая мадам. Я чувствую, я на это подсяду. А этот сорт, напротив, растет только в темных местах с повышенной влажностью. Чаще всего большими скоплениями. Его можно отличить по длинным... Серьезно, ну это уже перебор. Я слишком стар для всего этого. Давай, я все понял. И что в этом такого? Вы так добры, господин Джун Ли. Так какой из этих 3 сортов? Вот, спасибо. Опять, как же мне объяснить, при покупке билетов на оперу разумно руководствоваться мелодичностью голоса. Но при выборе шелковицы такое правило не работает. Возможно, вы этого не знаете, но согласно традиции вы должны поставить перед статуей 7 архантов масла. Да понеслась. Вот так бы сразу и сказали, что мне надо куда-то бежать. В целом, планшеты от BBK как тебе? Vivo, шик, блеск, красота. Остальное топ за свои деньги. Стандартно то, что мы говорили когда-то о Xiaomi. За деда читаешь отлично, мне реально нравится, как ты читаешь диалоги, да. Не хочу знать подробности, я очень любил «Властелина камня» и я очень боюсь, что эти слухи могут оказаться правдой. Чтобы почтить светлую память Властелина, я отдам вам их бесплатно, просто не забудьте передать мои соболезнования. Вы серьезно? Зачем мне врать, если бы не «Властелин камня», я бы сейчас был никем, если бы не похвалил в своих стихах мои товары, за них никто бы не дал ни гроша. Кажется, что весь местный фольклор состоит из того, как божество Ли Юэ поддерживает местный бизнес. Так, не буду я бесить народ. Купил 2 смарта 9 РТ в магазине по твоей ссылке, но продавец не отправляет их уже почти месяц. Как думаешь, это нормально? Да. Пишите продавцу, если не нравится что-то, можете отказываться. И так у всех, и так всегда. И здесь можете покупать где хотите. Здесь дело в Али. Я долблю всех своих продавцов 24/7, если они что-то не отправляют. Поэтому мне придется попросить у вас. То есть это нормально. Если вы хотите халяву, будьте готовы подождать. В чате можно почитать, спросить. Это стандартная практика. Да. Вы можете погуглить. 9RT ждет, по-моему, весь мой чат. Ну, кроме нашего Вилсакома. Посоветуйтесь с мисс Лань. Посоветуемся сейчас. Вообще все прям смув. Я понимаю, что здесь 30 Гц у нас, но мне пока все нравится. Мокрый. Пока все прям очень нравится. Если не сказать мега. И барабанная дробь. Так, мы почти здесь, выше на 14 метров. Ей, мисс Лань. Спасибо за ответ, Ходлет, пожалуйста, приходите, спрашивайте, если что. Я уже давно не принимаю поручений, боюсь, вам придется найти другого искателя. Ох, мы не хотим давать вам поручения, всего лишь хотим попросить вас о маленькой услуге. Вы умеете делать ароматические масла? Бальзамы? Неужели я похожа на человека, который пользуется бальзамами? Пайман думает, что ты пахнешь потрясно. Давай рассказывай, в чем твой секрет. Наверняка это все ароматические масла. Кажется, я и вправду пахну чем-то вкусным. Так, точно, должно быть это от цветов цинцинь, которые я собрала на обратном пути. Совсем забыла про них. Вот мы тебя и вычислили, мисс Лань. Нет, я собирала в медицинских целях. Что-то похоже на что-то, да? Дмитрий Гордиенко, вы меня решили деньгами закидать, а, по-моему, мне уже донатили. Спасибо большое. Это та предсказательница, очень она пахла вкусно. Спасибо за помощь, мисс Лань, до встречи. Так, я думаю, что я раздражаю народ своим чтением. Я думаю, мне стоит ускоряться, а не слушать все эти лирические штуки. Так, тихо. Катерина, мне нужна Катерина, чтобы забрать всех чуваков. Саня, какой у тебя был самый живучий смарт в плане автономности? Пам-парам-пам-пам. О, прям как хорошо-то. 27-й ранг у меня уже. Вот так вот. SL45. Nokia 3310, наверное. Экспедиция. Давайте, да, хотя бы кусочками, окей. Так, и вот ее я забираю. А здесь я, наверное, выставлю выбрать персонажа какого-нибудь вообще лишнего. Саю. Вот так.
А, 3 уже можно. 3 персонажа уже можно посылать. Ха-ха-ха. Экспедиция. И третий. Нет, ну не картошка же. И не деньги. Деньги мне не нужны. А вот это было бы неплохо. Гуан. Все. А дальше, Саня, когда топ ТВС или передумал? Я не передумал, просто девайсов очень много. Я сейчас сначала их переварю, а потом начну лупить топы уже ближе к осени. Ну, планшеты я уже сделал. А ТВСки, в принципе, я морально уже готов, но ничего супер эпичного пока не выходило. Опять же, мое субъективное мнение. Где мои 75 человек онлайн? Как мне их набрать? Как мне набрать? Чтобы мне одобрили следующую штуку. Да, донаты еще на прожарки Xiaomi отправлял. Да я видел, спасибо большое. Дмитрий Гордиенко, я только что увидел 0, я очумел. Огромное спасибо. Я так чувствую, что я донатами, кстати, скоро отобью разницу в продаже на финфона. Без не сарказм, огромное. Так, понеслась. Если кто-то по поводу донатов передумает, я готов отправить обратно. Без оскорбления. А так, спасибо. Так, следующий момент у нас направо. Посоветуй сыра. Нагрелся хоть чуть-чуть? Вообще нет. Сейчас я 5 секунд вам покажу. Чтобы вы понимали. Геймплей, чатинг. Так, геймплей мне надо. Сейчас 5 секунд. И мы заходим в Antutu. И вы видите, если он не вылетит, я надеюсь, что он не вылетит. Температура 53, вообще ни о чем. Я напоминаю, вчера Vivo X80 разогрелся до 65 и Twitch вылетел. Игра не вылетела, сразу говорю. То есть игра не вылетела, но вылетел Twitch. И... Так. Ну это было неприятно. Мне какая-нибудь бойня нужна. Вился здесь. Отлично. Рад тебя видеть, Вилсон. Я не пользуюсь парфюмом. Неужели тебя околдовал мой естественный запах? Ага. Так о чем вы, я не поняла. Ну-ка, хватит, польза, просто отдай ей цветы. Сразу все 3, ну и ну. Такая юная, а вкусы такие взрослые. Очень странные диалоги. Это подношение властелину камня. Можешь не обманывать меня, если бы вы и вправду делали подношению Арханту. Вам не понадобилось бы сразу 3 сорта шелковицы. Ваше оправдание хромает на обе ноги. Чун-Ли был прав. Люди забыли, как нужно правильно проводить ритуал. Да и кто я такая, чтобы осуждать тебя? Ай, Пайман опять перестала вас понимать. В общем, я готова помочь тебе, путешественница. Ты можешь быть моей помощницей, но при одном условии, если на протяжении всего процесса приготовления масел ты будешь думать только обо мне. Для начала нужно определиться с местом, где мы будем заниматься приготовлением масел. В ущелье Дедаупа. Это где? Возле Манштата? Манштадта. Зачем идти так далеко? Мы ведь всего лишь хотим приготовить немного масла. Давайте найдем место поближе. Например, можно воспользоваться кухней ресторана «Народный выбор». Намек на... Наверное, второй раз захожу в Twitch только ради Сани. Валентин, спасибо большое. Да мы и так, можно сказать, постоянно на ВКонтакте. Напоминаю, что те, кто смотрит канал постоянно, если знаете админа, добавляйтесь на скрытый телеграм-канал, но мы там ругаемся, я сразу предупреждаю, там нужно быть только взрослым. Вот. И периодически мы обсуждаем что-то нехорошее, что запрещено на канале. Так, а что нам надо приготовить еще раз? Задача-то какая? Встретиться с ИНР. Я договорилась с шеф-поваром Мао, мы можем приступать к работе. Отлично. Вы готовы заставить меня трепетать? Забавно звучит. Что? В смысле заставить меня гордиться своими помощниками? Очевидно же. Принесите немного воды, а я пока здесь все подготовлю. Дальше. 3 божественных аромата, наберите воды. О, выше. Выше набирать воды. А почему выше? Ну ладно, окей. Саша Twitch вынудил зарегистрироваться. Прости. Поговорить опять. Я не вынудил, я говорю, вы опять же можете посмотреть все это дело потом на лайв-канале. Но на Твиче огромное спасибо, что вы приходите. Еще раз повторяю, что я 100% не буду тем форматом,
который необходим для Твича, с трехэтажным матом и предложением приобрести синтетику. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Теперь я хочу, чтобы вы добыли экстракт цветка шелковицы с помощью верстака. Производство масел в корне отличается от алхимии. Давай я тебя научу. Нежно возьми пестик в одну руку и держи ступку в другой. Вот так. Держите персик крепко, чтобы он не выскользнул. Теперь начинай двигать им вверх и вниз. Очень важно соблюдать ритм. Продолжай до тех пор, пока не начнет выделяться жидкость. Не волнуйся, я умею это делать. Какая же ты все-таки умница. А теперь возьми это и попробуй сделать сама на этом верстаке. Не забудь, что нужно добыть экстракт из всех 3 сортов. Все 3 экстракта будут выглядеть одинаково. Но не волнуйся, я разолью готовое масло в отдельные баночки, чтобы ты не запуталась. Вау. И что? Что мне делать вообще? Что-то там добыть надо. У какого-то верстака. Какой-то трэш вообще. Я как-то биться собрался, а тут... Ладно. Огонь, вода, земля и ветер сотвори для меня то, чего я желаю создать. Па-да-да-бам-пам-пам. Создали. Подтвердить. Друзья, кто-нибудь не знает, кто я и что это за канал Польза.нет? Мне прям очень интересно. Так, мне обратно бежать. Потому что, по-моему, у нас одни из тусовки. Огонь, вода и земля и ветер, сотворите для меня то, что я желаю создать. Ждем. Дальше. Подтвердить. И дубль 3. Огонь, вода, земля и ветер, сотворите для меня то, что я желаю создать. Я так понимаю, 3 штуки им надо. Здесь все свои. Берримор, это, кстати, самое и хорошее, и плохое. Значит, на Твиче я вообще не захожу. Так, с одной стороны. С другой стороны, это хорошо, нет лишних. Я постоянный зритель канала. Приятно очень, Гастарт. Гастарт. Все правильно. Отдайте эссенцию шелковицы и Рен. Отдаю. Ты же мог просто выбрать, а не переходить в алхимию. Я не знал. Помещаем экстракт в воду, ставим на слабый огонь и ждем, пока вода не испарится. Нужно внимательно следить за огнем. Если температура будет слишком высокой, аромат пострадает. Поэтому, пожалуйста, следите за огнем. Это последний шаг. А теперь осторожно наливай экстракт, не пролей ни капли. Вы помогаете Ирен приготовить ароматические масла под ее чутким руководством. Фух, все 3 масла готовы. И ты, скромняга, была отличным помощником. Ты готова потратить несколько сил ради своего возлюбленного? Похвально, в наши дни такое встречается редко. Я уже говорила, что дело не в этом. Как бы то ни было, хочешь, я расскажу о каждом запахе, который ты лучше понимала, какой из них для какого случая лучше подойдет. Пайман тоже хочет послушать. Я не хочу. Первый запах очень бесценно. Вообще просто. Запомнила, не путай, запомни. Серьезно? Я должен был запутать. На YouTube канал, ссылка есть, просто зайду. Antutu Benchmark, то есть вы не местный. И все. Сделайте подношение статуе. Конечно, сделаю. Масло горной ткачихи. Только сначала я накуплю всего чего. Захотела бы еду. Конечно, хочу. Купить. Потому что мне постоянно не хватает еды. Купить. Я думаю, муки тоже купить надо. Может, даже все. Купить по максимуму. И наделать всего чего, потому что мне кажется, что мне вот эти вот еды не хватает постоянно. А я ее что-то не закупаю, и поэтому мне приходится ее собирать, как дурачку, по всему миру. А чашечка лотоса зачем? Ну, тоже для чего-нибудь понадобится. Грибы точно к чему-то нужны. А все сразу не скупить. Про скрытый чат. Все хотят в скрытый чат. А потом делают мне там мозг. Кое-кто. Я надеюсь, он не здесь. Hey, get viewers, followers and primes. Чего? Вроде неплохо идет планшет. Как пойдет для игр? Топчик. Прям топчик-топчик. Так, я думаю, что я все рецепты еще куплю. Правильно? Купить, купить, купить.
купить. Потому что когда их еще найду, вот неизвестно. Купить, купить, купить. И бутербродов еще. Аж 5 штук. Все, понеслась. Теперь я пойду и наделаю еды. Так, чтобы аж вообще было очень много. Изучить, 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 изучить. Все. Быстрая готовка. 18 штук. И шашлычок — это вообще нормальная тема для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Все деньги потратишь, остановись. Ох ты, ёшки. Дев, спасибо большое. Удачи, еще больше развития. Дев 1987, огромное вам спасибо. Вы, наверное, Дэйву сказали об этом. Яичница. Так, что-то нам надо сделать, что потом повышает мне ХП. Прям сильно. Что мне сильно ХП повышает? Ну, давайте мясные что-то там. Мастерство нужно. Окей. Раз. Ничего ж себе, аж 15 раз надо делать. 2. Подстава. Все, тогда надо заказывать. Деньги потратишь, все остановить. Что заказывать? Ну ты обжора. Нет, я просто устал уже, мне постоянно не хватает на жизни. Мне кажется, что это нормально, что я пытаюсь что-то сделать. Так, увеличивает силу атаки. Тоже пойдет. Здесь вообще 20 раз надо. Но я так понимаю, что у меня ингредиентов под это дело на 7 получается. Genshin Impact. А что я не так сказал опять? Я бы здесь в Диабло играл, друзья. Я честно признаюсь, что у меня не психологическая, скажем так, проблема из разряда, ну, не запускаются даже через тап-тап устройства Vivo. Вот. А для китайского аккаунта мне нужен телефон. Но это какой-то головняк. Поэтому я делаю так. Так, восстанавливает 550 здоровья. Быстрая готовка, отлично, 1. Мы сейчас еще про игру спросили. Все нормально. Так, рисовые что-то там. Ну, давайте 5 штук. Мы 2 можем приготовить только пока. Ну, ладно. Вот так надо отвечать. Окей. Если есть еще какие-то вопросы по железкам, девайсам, еще чему-то, спрашивайте, пока я здесь. Опять же, пока есть девайсы, интересные для того, чтобы вам о них рассказывать. Логично, что... Так, нам сначала надо еще сделать эту штуку. Из разряда муку перемолоть в пшеничку. Правильно? Готовить. Ага. Приготовить из этого сметану. Подтвердить. Из этого что-то там тоже надо делать. Из сахара. Бекон. Почему как-то мало вообще? Во, крабовая штука. И все вроде. Мне же можно выходить из этого дела, опоссум. Ну, игра прям на любителя, красивых картинок. Нет, здесь надо бегать и убивать всех. Я просто-напросто сейчас пока не тем занимаюсь. Но сейчас я понесусь просто в обитель зла. Вот. И там мы будем зажигать. 5 секунд. 5 секунд. Статуя. Телепорт. Какие минусы в Vivo X80? Вылетел на Твиче, а так больше, наверное, минусов толком и нету. Дальше уже 33 минуты спокойненько этот девайсик работает. Поговорим с Ли. Что нам там расскажет? Господин Чунли. Ароматические масла готовы. Так. Мне нужна активность. Я устал без активности, как и вообще весь планшет. Нам надо драться. Интересует, что за зверь Red Magic 7 Pro. Стоит внимания. Он не стоит моих денег. Ваших может быть. Я не буду покупать это устройство, потому что я, допустим, Lenovo купил только потому, что его распиарили. Притом, ну, грамотно распиарили. Но, в общем, окей. Если хотят лить на это дело и потом, чтобы люди приходили и меня задалбывали с этим вопросом, насколько он хорош. Так. Надеяться. Давайте оставим. Ну, давай. Все, заканчиваем. Колокольчик очищения. Мы сходим, разумеется. Нет.
что вы скрываете, бла-бла-бла. Залетел прям с записи стрима прожарка онлайн на Финфон. Уже вчера хотел ехать в магазин и рвать 450 евро, но четко задумался. Вы еще посмотрите обзор на него на YouTube-канале Польза.нет. И вы задумаетесь в 10 раз больше, поверьте мне. А сегодня еще зайдите в телеграм-канал взаимопомощи, потому что я его, когда сегодня продавал на 10 тысяч кукусики дешевле, он у меня повис наглухо. И хорошо, что развис. И если вы морально готовы к таким приколюхам, ну, конечно, покупайте. Я без сарказма говорю, некоторые люди любят боль. Кто-то любит, когда их разводят на деньги. Кто-то любит, допустим, не знаю, китайские девайсы с потеющей камерой, которые вполне возможно я, кстати, себе оставлю. Но это лирика и... Ну, в общем, так. А мой тупой сарказм, можете его не воспринимать. Долго будет стрим? Я не знаю, посмотрим. Вам нравится эта игруха? Не забывайте, да, что чем больше людей, тем выше вероятность. Если мы добьемся 75 человек онлайн рано или поздно, то я думаю, что стримить я буду чаще и дольше. Ванпласы быстро уходят на Авито. Не знаю, давно не продавал, я свой продал. Но ввиду того, что их много, то, разумеется, будет какой-то трабл. Напоминаю, опоссум, я в чате есть, вы меня помните. Моя девушка просила меня вернуть просылку Neo 2, если помните. Да давайте... Ты и так часто стримишь. Это звучало гастард оскорбительно. Ну ладно. Ну не часто. Часто стримить надо каждый день, как с обзорами, понимаете? Ну это... Либо ты что-то делаешь, либо не делаешь, как с бегом. Твой сарказм был крайне к месту. Все видео про ничегошки улыбало прям. Ну меня несло. Ну вот честно, меня несло, но я думаю, что... Те, кто, во всяком случае, способны воспринимать сарказм, даже если хотят это устройство, они поймут, что я хотел сказать. Да, я хотел от него людей отвернуть, потому что за 40-50 тысяч рублей можно купить в 10 тысяч раз круче девайс. А вот получается непонятно, кто и есть из ников, но я вился. Окей. Дальше. Хорошо, опоссум. Окей. Так. Меня достал вот этот процесс бесконечной беготни. Мы можем подраться с кем-нибудь? Что это такое? Это типа... Что за паутина? Что вообще? Все. Сейчас почти упал. Да нет, ты трудолюбивый, поэтому и думаешь, что каждый день стримить это нужно. Нет, это норма как бы. А если ты стримишь, то стрим. Если не стримишь, не стрим. Правильно? То есть стрим это такое дело. Я не знаю, мне есть что в жизни рассказать. Я просто не совсем... как бы, ну, опять же, то есть я привык к определенным безвыделываниям, объемам на YouTube. Если я буду стримить с основного канала, вы прекрасно понимаете, что там, ну, в онлайне, ну, минимум 300 человек будет. Если я буду стримить на лайв-канале, там будет минимум 100 человек. Ну, минимум, скажем честно. А ввиду того, что я стримлю здесь, на Твиче, я не против того, что 20 человек, да даже 10. Но чтобы сделать здесь систему, мне надо себя как-то уговаривать. И уговаривать, наверное, прежде всего... Да что я выделываюсь? Я же один черт стримлю. И с 5 людьми стримил, и с 2, и даже один. Вот я начинал сегодня, 1,5 минуты, я был один. Ничего критичного я в этом не вижу. Так, Пэйя, давайте-ка я поменяю все-таки подход. И мы будем веселиться по полной. А не заморозочкой. Так, заморозочкой. И я все-таки... Оставлю ульту у крутышей, чтобы у них осталась она, потому что неизвестно, что будет дальше, да? Мы же не хотим, чтобы я остановился. Я так понял, что если откинуть хайп, то у нас инфон вообще не интересный смарт для покупки. Однозначно, вообще не допилен, никак. Подскажи, был ли обзор на этот девайс? Нет, не было. И я даже прожарку его не делал. То есть сейчас вы в онлайне наблюдаете фактически вот весь банкет основной. Так. Здесь у нас так, и я не совсем понимаю, окей, скорее всего, мы сможем продолбить этот камушек спокойно, да. Наконец-то у нас началась долбежка. Я пока думаю, какой микрофон купить, потому что, смотрите, я могу купить роговский микро с, получается, ну чего, я скину его, нет? Ух ты, ёшки, скинул? Или он где-то появится? Да, скинул. Вот, я могу купить рокфон. Какой родовский микрофон на
получается, на мини-джеке с переходниками тестировать его с устройствами. Либо второй вариант, я куплю кабель, я просто урода, потерял кабель с Type-C на Type-C, но не все устройства будут его воспринимать. Но, вот сейчас, допустим, микро же работает нормально, и мне кажется, что грамотнее всего все равно весь стрим использовать микрофон, чтобы вы понимали, как микро будет отрабатывать. Ну, опять же, это мой подход. Подскажи, за сколько его приобрел? Я купил на Озон за 8 турбо. Вот по поводу Озона вы сообщите мне только, когда что-то вам придет. Я на Озоне за последние 2 месяца покупал 6 девайсов. Пришло 0. Вот в прямом смысле 0. То есть мне всегда возвращали деньги. И когда вы вспоминаете про Озон, опять же, еще посмотрите новости сейчас. Сейчас кто купил, ладно, может быть им придут. А кто купил до этого, вопрос не. Мне, допустим, в прошлом году с Озона шел вентилятор 4 месяца. Вот такая вот история лично моя. Уже пришло. Ну, круто, вам повезло. То есть я же не говорю, что не всем не везет. Мне не повезло. Потому что Озон это JD. JD может послать, может не послать. Рейтинг у него на Озоне от этого не падает. Вот. Так, а что мне? Наверное, вот так. Тихо. Мне просто очень интересно, кому пришел S12 Ultra. Потому что по моей инфе S12 Ultra осталось понятно где и с кем. Так, и... Так, все, можно драться. Я тоже думаю, лучше микрофон девайса слышать. Да, я тоже так думаю. Я понимаю, что на YouTube, допустим, когда я буду выгружать данный тест, это будет хуже, с одной стороны. С другой стороны, будет, реальность заключается в том, что вот сейчас я девайс использую тот, который использую. А так будет нечестно. Так где-то микрофон хрипеть будет, еще что-то, еще что-то. То есть я его потестировал 5 минут, а он потом начнет глючить, допустим. Так, вот меня достали уже. Окей. Все, чтобы не было этого горя и печали. Будем их стихии, их лупить. Чего? То есть он хочет сказать, что... Ладно. Побыстрее все это дело закончим. Как же меня достала эта заморозка-то, а? Неудобно играть на планшете, я вам скажу. Либо чувствительность как-то настраивать по-другому надо. Так, надо вот этого вот водного добить уже. И потом заморозку лупить. Наверное, надо было вообще эти штуки взорвать. О, еще кто-то. Пам-пам. О, 3 разных. Сложная игра. Да нет, вообще она очень простая. Просто кажется, наверное, что сложно. Ты просто меняешь стихии и все. И по большому счету больше ничего делать не надо. Если компоновать стихии, вообще все просто. Вчера у Vivo X80 микрофон хрипел. Ну вот видите, зато мы знаем, что на Твиче микро работает не очень. У Vivo X80. И еще, что он вылетает из Твича. И он не выдерживает нагрузку и перегревается до 65 градусов. Знать это хорошо. Не знать это плохо. Так, а куда мне лететь? Ей. Ну не надо быть постоянно устраивать лагерь под открытым небом. Ничего не понял? Да, до 65 градусов. Ну, вчера я вообще поржал, как резко стрим прекратился. А сегодня вряд ли так прекратится, потому что смарт максимально холодный. Просто вот холодный, даже во время бойни. Вот такая вот история о Ромео и Джульетте. Колокольчик. Колокольчик волшебный. Колокольчик непростой, колокольчик золотой. И куда нам дальше? Так. Испытание завершено. О, получилось. Ребятишки, выходите. С удовольствием. Так, а что у нас здесь? Здесь ничего нет по-любому. Никаких плюшек. Покинуть подземелье.
Дальше, ага, захожу, стрим, прошло 3 минуты и все, конец. Ну, сэляви, как говорится. Берри Морсер 5 минут назад подкинул. Донат, огромное тебе спасибо. Если есть вопрос, пиши. С удовольствием тебе отвечу. Можно было бы что-то приготовить. Да, наверное. Так, в общем, Пайман поняла. То, что ничего не поняла, нет, на 65 градусах не приготовишь даже яичницы. А дальше все нормально, не вернет, ха-ха-ха. Все равно мы давно с ним не виделись. Как бы то ни было, я думаю, у вас куча дел, раз вы занимаетесь проведением церемонии. Ах да, пожалуйста, передайте тому, кто вас отправил ко мне, что если найдется свободный вечерок, пусть заходит ко мне на чай. Хоть богатства мои скудны, но угостить чаем хорошего человека я точно смогу себе позволить. Ах, прибедняется. Так, вселенная в чайнике отслеживать. А где количество метров? Где количество метров? Наверное, все быстро. 83 метра, да. А дальше 40 метров. 35, 25, 21. И там что-то синее. Что-то синее под окном. Ладно. А дальше. Да, это и есть колокольчик очищения. Не забудьте захватить масло, которое мы приготовили ранее. Масло не забудьте захватить. Какие интересные смарты будут в ближайшее время на YouTube? Если бы вы следили за телеграм-каналом взаимопомощи, вы бы знали, что я купил. Ладно, кстати, бабуля попросила нас передать вам кое-что. OnePlus Ace Poco C40, это то, что у меня на руках. Realme GT Neo 3 Global Edition. Xiaomi 12 Lite и Realme Watch 2 Lite. И помимо этого Lenovo'ский игровой планшет. И, разумеется, Lenovo Y80. Pixel 6 Pro что? Как я понял, Pixel 6 Pro мимо, нафиг бежать не оглядываясь. А что брать до 8 сотен евро? Где? Где Пасакас? Где? Что там по зарядку? У нас было 81, стало... 81 было или сколько было? Сейчас 68. Я не помню, сколько было, честно. Кто мне напомнит? Пока взяли Нелейку Си у Realme. Наверное, но она, я уверен, что совсем мракобесная. О ней вы узнаете, вполне возможно, в перспективе у меня. Но я не спешу сейчас делать, если честно, на них. То есть у меня сейчас план чуть-чуть разгрузиться по хайповым вещам, потому что, когда... Как вам сформулировать? У меня вроде норм по количеству просмотров, правильно? То есть вы видите такие, смотрят Саню. С одной стороны. С другой стороны, мне очень много в комментах прилетает вот этих вот штук из разряда, там, вот у людей другие данные, бла-бла-бла. А там 800 тысяч, то есть людей, хомячков, которые приходят и мне не верят больше. И каждого отправлять к себе на лайв-канал и говорить, смотрите. По-моему, было 84. Да, было 84. Где купил на месте за 800 евро? Вопрос в этом. То есть вопрос в том, что где вы конкретно планируете купить. Если вы планируете купить это дело где-то в Европе, это одна история. Если в России другая, если в какой-то стране другой, третья. Я же не знаю ваши магазины. Так, каков, в общем, планшет на твой вкус? Мне нравится Vivo, вообще прусь. Вот серьезно. От Vivo прусь, и яблочные все. Еще какой у меня был так, чтобы я прямо аж я не знаю. Не скажу вам. Недавно был из топовых какой-то, я не помню, оповский, по-моему, который дорогой у них был. Мипады. Мипады все вообще цвет блеск. Подержи немного деньжат. Тут Origin, нет, тут Kala, по-моему. С чего тут Origin-то? Саня, как ПО планшета, были ли заметны баги? Нет. Цвет, блеск, красота. Он слишком хорош для этого мира. Он слишком хорош для всего этого. Так, найдите 3 рабочих. Стресс. Бежать куда-то бежать. И одновременно читать. Нет, сначала бежать, потом читать. Я думаю, что это рационально. Тук-тук. Тук-тук. Пока все гуд. Прям вылизанный. Но вы видите, вы зелененькое видели за это время? Так, и что я сделал? Я что-то купил. Опа.
Я что-то сделал. Ну ладно. Так, и второй. Так. Нужен разнорабочий, 25 тысяч. Ничего себе. Не слышал, не слышал. Подождите, давайте поторгуемся. Все. Большая разница с опопадом? Да. Ну вы посмотрите по спекам. То есть Everybody Lies, ну как вас сформулировать? Здесь один экран сколько стоит, вы понимаете? С опопад Air или с опопадом? С опопадом не такая большая. Вот, наверное, да, копипаст. Ну то же самое считайте. Тот же BBK. На новых Vivo же Origin. По-моему, я сейчас посмотрю с вами. Я уже не помню просто. То есть, чтобы вы понимали, я сейчас тестирую устройство на автономность, а потом буду вникать. У меня голова забита чуть другим устройством. Так, security, battery. Так, батарея 67%, быстро поедает он, конечно. Vivo, Agree. Да задолбал ты меня, сейчас. Где здесь написана эта операционка? Apps. Так, это проверка пользы моя. App Manager. System Manager. About Tablet. Во. Origin. Все. Вопрос закрыт. Ты денег кому дал? Кто денег кому дал? Первое сообщение в чате от Маруся. Неужели кроме опоссума у нас есть девушки на канале? Шучу, кроме опоссума девушек быть не может. Просто есть ники. Дальше, ну, я сам проживаю в Литве. У нас почти все производители представлены. Можно с Али или прямо от производителя. На какие модели обратите внимание? Литва. Литва. Это значит, вы можете купить, в принципе... Так вы купите... 800 евро. А почему iPhone не купить? Там же у вас нет проблем никаких с LPM. Ой, какие Apple PM? Джейсон, что допустим? Что допустим? Я не знаю. Вы про что? Так, кстати, мы сколько уже набрали? 547 фолловеров, смотрите-ка. Все-таки потихонечку. Отдайте цветок Тику. Тику отдаем цветок. Ладно, я шучу. Еще раз всем привет, кто не в курсе. Я Саня, канал Польза.нет. И сейчас я смотрю, что я стримлю. Да, все правильно, я стримлю картинку. Не себя, главное. Может быть, стримить не из разряда того, что я Геншин стримлю, а стримить из разряда общения. Потому что... Или нет? Как мне делать, друзья? Кто мастера в этом деле, в Твиче? Так, я все пропустила. Все нормально. Все в огне. Ты чего не спишь, опоссум? У тебя-то дел хватает. Допустим, что кроме опоссума девушек быть не может. Ладно. Дальше. Ну ты же общаешься, игра как видеоряд приятный. Так, Гастард. Ну да, я тоже так думаю, что, наверное, было бы разумно ставить все-таки не Геншин, а общение. Потому что можно и разговоры. Ну да. Все равно же Геншин играем. Можно... Потому что да, для Геншина я такой себе игрок. 27-й левел в ранге приключений это не космос. Вообще. Направляйтесь в хижину к Бу. Можно и разговоры. Давайте за жизнь. Кто кем работает. Что я пропустила? Что происходит? Да ничего не происходит. Бегаем здесь и все. Бегаем. Маруся к нам добавилась. По-моему, это один человек сегодня в Твиче нам добавился. И то неплохо. А мне нравится формат таких стримов.
Интересно, как гаджеты себя ведут. Да, разумеется, я говорю, одно дело, когда вам просто болтает блогер такой, я говорю, я убиваюсь вообще, вот 12S Ultra, для примера, это не к тому, что я такой весь молодец, я уверен, что устройство, вот, допустим, у меня сейчас оно одним способом ведет, а на прожарке может вообще по-другому себя вести. Но когда там говорят, что 12S Ultra у Вилса я буду вспоминать, потому что он тот еще балабол. Прикиньте, какая у него огромная команда. 20 человек, все равно больше никто о том, что я говорю, не узнает. Но меня бомбит. Я тестирую 12S Ultra, он равномерно разряжается, притом медленно. Вилса говорит, ну, разумеется, он просто люто разряжается. Какие мои выводы? Что этот чувак и его команда просто нифига не тестировала вообще. Или, на игре таких примеров могу море вспоминать. Про Nothing Phone то же самое. Ну, говорю, в топку. Розетка тут вообще, это просто реклама. Очуменно классная, просто нереально круто снятая. Там из серых магазов всего чего, и мальчик приятный, и картинка приятная. Но откуда результаты тестов они берут, я вообще не знаю. То есть для меня это такая загадка. Нет ни одного смарта, который бы показывал у меня те же самые цифры. Такое ощущение, что они такие... Так, а как бы лучше показать его? А давай-ка его в морозилку засунем, подключим Powerbank одновременно, а потом все-таки нарисуем нужную цифру. Локи Каскеску. Чего? Он колдун, да, однозначно. Кто колдун? Так, да что ж так мракобесно все? Кокосовая коза. Вот люди, наверное, что-то употребляли, чтобы писать это дело. На 10 потоках стресс-тест. Да, Баркман. А потом нолик пририсовывают. Хочу кокосовую косу. Не, просто у меня как бы с моими объемами каналов в основном контры в каких-то вопросах. Но к ним у меня претензий нет, у них свой мир. А вот этот вот супер огромный, они... Опа. Он прям вообще оборзевший. То есть, ну, вообще, ну какая мне от него польза как блогера? Я понимаю, что я очень нагло рассуждаю, но если он выгружает первым, я такой, может что-нибудь там будет. И ничего. И просто вот чувак просто лицом поторговал, понятно там, где надо накрутил, кого надо прорекламил, там серый магазин порадовался дико и все. А толка ноль. Я запутался, то чат, то игра. Почему? Игра и есть игра. Без игры никак. Как-никак. Как игра, вот что здесь за вопросик? Давайте-ка его я сейчас... 235 метров. Нет, не то. Здесь какое-то... Есть еще... Смотрю сейчас твои обзоры. Вот вопрос возник. Какие смарт-часы до 5000 лучше взять? Mi Band 7. Mi Band 7. Так, вот здесь есть восклицательный знак. Почему я не вижу... Про какое молоко? У Сани самые подробные обзоры. Ну, нет, моя... Подождите, еще раз. Я сейчас, вот, чтобы вы понимали, это не из разряда того, что я включаю дурачка и себя в пример ставлю. Нет. У них много очень взглядов, допустим, чем больше людей смотрит на девайс, тем лучше. Вот в чем смысл. Просто когда они не смотрят, а я хочу для себя, допустим, пользу какую-то. То есть, ну, чтобы я дополнительно что-то сказал. То есть, что-то у кого-то взял, как-то проверил, еще что-то. Найдите баллисту Кинжуй. Баллиста. Я не вижу ее. Подсказывайте мне. Она, наверное, наверху где-то, да? Потому что я не вижу ничего. Он рекламирует Санин канал Честный Фил. Рекламирует. Я ему девайсы даю. У нас будет совместный стрим в сентябре. У нас разное отношение к устройствам, но за что я его уважаю и почему мы общаемся, потому что у него свой взгляд. То есть у нас разный взгляд на девайсы, но он реально их проверяет, и у него, ну, как бы, мне есть чему у него узнать. До меня он сделал, после меня. Не про твой канал, я это свое мнение высказываю, считаю свой канал. Хорошо. Для остальных, для разбавки смотрю. Так, стоп. Да всех надо смотреть по возможности, желательно по X2. Ты сидишь ночами тестишь, они просто из характеристик инфу берут и обзоры клепают. Ну, в перспективе... Ну, я говорю, большие каналы, понимаете, он может дать тестировщику. У меня-то претензия какая к Вилсе тому же, вот к супер огромному.
У тебя чертова туча финансов. Дай ты человеку пусть какие-то моменты просто проверит. Там скорость зарядки, вот какие-то мелочи. Окей, напишет тебе потом. Ну, никаких проблем с этим нет же. Но вот лень ему пользоваться, тестить это все. Но он даже этого не делает. Вот в чем претензия. Так, нужно прочитать, что, где баллиста. А, она наверху, видите, 48 метров все-таки. У него самые крутые тесты с камерами, если не ошибаюсь. У него они есть, и это хорошо. Он сравнивает, но опять же, я говорю, мы вот встретимся на стриме. Я скажу все, что я думаю, он скажет все, что думает. Это не будет критика, я считаю, что его контент полезен, поэтому я с ним сотрудничаю. То есть у меня многие спрашивали и девайсы, многие предлагали мне девайсы с больших каналов, чтобы объединить со мной SEO. Но в итоге все, вот пока мы тусим вместе. Фила приятно смотреть, хорошая подача, да. Опять же, кому как. Так. Я уверен, что будет интересно смотреть наш совместный стрим. И все будет в огне. Так, куда мне ползти? Наверное, по стене мне надо заползти, чтобы открыть эту штуку, да? Вы вне зоне цели. Серьезно? Так, и... Нет, пока никак. Пока никак. И все еще заползаю. Наверное, сверху можно будет заползти. Нет, нельзя пока. Обычный сундук. Окей. Сундук всегда хорошо. Никогда не бывает сундук, чтобы плохо. Так, вот сейчас я теоретически встал здесь и... Ничего не разбивается. Как-то их можно, может быть, открыть. Но точно не отсюда. Вот, наверное, отсюда. Если здесь есть лестница, значит, это кому-то надо. Осмотреть. Осмотрел. Когда я выбирал между Oppo Find X5 Pro и Vivo X80 Pro, очень помогло, но благодаря Сане остановился на X80 Pro. Но он лучше. Опять же, а кто еще делал, кроме... Я, по-моему, только Филу дал эти два девайса и все. А, не, на X80 многие делали. Но они ZTE, по-моему, рекламировали. И говорю, это такая дичь лютая. Вот когда... Ладно. Тяжело, когда ты продаешь что-то. Опять же, мое субъективное мнение. Час 0,1, и мы смотрим. Было 84%, стало 63%. 21% ушел. То есть плюс-минус мы примерно понимаем, что 20% в час поедает Vivo. Правильно? Я еще английский обзор. А в английских обзорах классно смотреть сравнение камер. То есть можно с переводом. Единственное, я напоминаю, что если вы смотрите американские, у них очень все завязано на... Сейчас 5 секунд. Материалы на военном складе. У них очень сильно завязано все на судействе. То есть вы понимаете, что они не могут очень сильно критиковать девайсы, которые торгуются на Амазоне. И если они будут очень сильно их критиковать, их могут просто засудить. То есть если наша история, в России это вообще не имеет значения, что ты там про кого сказал, то история с американцами чуть-чуть другая. Во-первых, у них монетизация космос. Во-вторых, их могут нагнуть реально, будь то наушники, еще что-то. Притом очень сильно, финансово. И в-третьих, в-третьих, у них комиссия космическая с Амазона, и они все-таки за то, чтобы с ними дружить. Вот. Почините баллисту. Починю сейчас, обязательно. Опять же, это мой взгляд, это вот взгляд относительно изнутри. Можете ему верить, можете не верить. Это не для того, чтобы показаться лучше или хуже. Потому что я тоже иногда ангажирован в плане отношения к конкретно финансам. То есть я повернут на том, что если ты купил девайс, вот я продал OnePlus с потерей в 10 тысяч. А, допустим, не OnePlus, а Nothing. А OnePlus я продал бы там, если покупал его сейчас, почти без потерь. Или, допустим, что я недавно продавал? Q5 без потерь продал. И вот я относительно этого смотрю очень часто. То есть покупаешь на Али и насколько ты потеряешь в средствах. Здесь тоже нет, там тоже нет. Чего мы ищем? О! Чего вы там шныряете? Ей, жгем. Это не просто катапульта, это баллиста Гуйчжун. А я вас прошу представиться, это простейшие правила приличия.
А ты еще не понял, кто мы такие? Мы похитители сокровищ. Ходят слухи, что в этих руинах хранятся сокровища, но мы никак не можем обойти эту вашу катапульту. Она хуже стражи руин. Тогда мы в прошлый раз поднялись на гору, они... и мои ребята чуть не превратились. Так, все понятно. Китайцы, которые делают видосы на английском, неплохо порой делают. Китайцы, да, индусы, да. Вот, я говорю, что именно американцы с американским контентом, те, кто там и находится. Так, мне надо их убить, и потом мы заканчиваем банкет. Так что всем, если у кого-то остались вопросы, задавайте их. Огромное спасибо, что пришли. Следующий девайс будет, скорее всего, OnePlus Redmi Note 11E Pro. И, наверное, я буду также его тестировать в том же Геншине. Почему? Потому что, скорее всего, у меня не получится его включить для этого. Сейчас скажу. Сейчас всех убью, и потом уже мы поговорим. Для, опять же, Диабло. Так, чувак не прибежит? Не прибежит, сам прибежит. И понеслась. Ух ты, какие плотненькие. Давайте тогда комплексно. Раз, два, три, четыре, пять. А дальше у китайцев преимущественно в том, что они в день обзора смарта уже выгружают обзор. Да, всегда. Ну, опять же, я хотел уехать в Китай, но после последних событий я никуда уже не поеду. Не скоро, скажем так. Я как раз за этим и хотел там на месяца 3 уехать и потусить там. Но плюс в том, что, понимаете, они делают все это на сырой прошивке. Если бы я, наверное, делал на девайсы прям вот в тот же момент, но это был бы совсем уж печаль. Совсем была бы печаль. Мне кажется, что я бы разносил все, и это тоже было бы нехорошо. Так, и где этот убивец? Наверху, что ли? Нету тут. Непонятно, где он. Ну ладно, буду искать. Будем играть в дурачка и искать дурачка. Вот он. Потом ползти наверх еще. Все. Противники снова атакуют. До противников опять доползти надо. Дальше, Саня, что взять? Huawei FreeBuds 5a или Pro первого поколения? Смотрите, если вас интересует кодек высокой четкости, то 5i. Если не интересует, то Pro. Но Pro чуть-чуть габаритнее. Я не уверен, что всем они подходят. Вот. Так, я сейчас добью их или не добью когда-нибудь? Нет, не добью, я чувствую. Да что ж такое? Я вот хотел 5X Pro брать, но потом подумал, что конец лета, понятно. Не понял ничего, но очень интересно. В общем, разыгрывает каждый день зиму. Тан-тан-тан-тан-тан. Ёшки! Да что за уродство? Ладно, все, заканчиваю банкет. Спасибо всем, что пришли. Сейчас я с вами попрощаюсь лично. Спасибо тем, кто, тем более, будет все это дело смотреть потом в записи. Напоминаю, что это канал Польза.нет. Поедает этот планшет при одновременном стриминге примерно 21% в час. И это неплохо. Вам огромное спасибо всем, что зашли. Надеюсь, что данный контент будет вам в перспективе полезен, интересен. Пока, Гастард, Дэйв, Дмитрий Гордиенко и Беремор, особое вам спасибо. И всем особое спасибо, потому что Twitch, я понимаю, что это для большинства это не ваша тема. Но вдруг у вас есть вечер, вы можете боковушечкой поставить и слушать или помогать как-то людям отвечать на вопросы. Пусть нас мало, но мы в тельняшках. Напоминаю, что в сентябре, да, у нас будет с Филом, скорее всего, совместный стрим. Очень приятно пообщались. Всем добра, заканчиваем этот банкет.